Украина контратакует. Польский МИД ответил белорусским пропагандистам, и пожар вместо салюта. Москва празднует день рождения. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Быстрых изменений на фронте не будет, но украинские резервы вступают в бой. Каждый день, когда они не продвигаются вперед, украинцы могут окапываться и укреплять свои позиции. Как Россия расплатилась с Ираном за баллистические ракеты и были ли они уже отправлены? Это, конечно, очень неприятно, но не что-то такое сверх. Космический корабль от Boeing успешно приземлился в американской пустыне. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Дроны атаковали Верховную Раду Украины. Обломки беспилотника упали недалеко от здания. Повреждений нет, пострадавших тоже, но в целом очередную масштабную атаку дронов пережила украинская столица. А уже утром российские войска обстреляли рынок в Константиновке. На момент записи этого видео известно о 3 погибших и 3 раненых. И частью российских беспилотников улетела в Беларусь. Как минимум 6 дронов летели в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины, сообщают об этом воздушные силы вооруженных сил Украины. Для того, чтобы сбить эти цели, как минимум 4 беспилотника летели в Беларусь, то местные ВВС даже подняли в воздух истребитель. День города в Москве начался с пожара в Одинцово, примерно в то же время, когда Путин с трибуны говорил о том, насколько важна Москва. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России. Это город-герой и город-труженик. Сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа. Символ и надежный оплот нашей государственности. При пожаре пострадал как минимум 1 человек и сгорело более 20 машин. По случайному стечению обстоятельств в Украине сегодня отмечается День разведки. По этому поводу украинские хакеры даже взломали сайты нескольких новостных российских агентств. Украинские силы обороны контратакуют под Покровском. Об этом пишет издание Forbes. Они проводят локальные контратаки, отбрасывая противника, который превосходит украинские силы в районе примерно в 4 раза. Американское издание пишет, что силы обороны держали в резерве 4-5 бригад, в сумме это до 10 тысяч личного состава и сотни единиц техники. Украинская аналитическая группа Front Intelligence Insight пишет, что накопление резервов таки имело смысл. Не так давно был публичный дискурс, предполагающий, что развертывание дополнительных бригад на Покровском направлении не будет иметь большого значения. Тем не менее, теперь здесь мы видим, что это действительно имеет значение. Но быстрых изменений вокруг Покровска авторы Forbes призывают не ожидать. На данный момент украинские подкрепления, как минимум Карадаг, бригада Национальной гвардии, и 12-я бригада спецназначения Азов, и 93-я механизированная бригада проводят мелкие контратаки, главным эффектом которых было замедление или небольшой откат российских подразделений. Но русские не могут позволить себе потерять импульс. Каждый день, когда они не продвигаются вперед, украинцы могут окапываться и укреплять свои позиции вокруг Покровска в преддверии предстоящей зимы. А мы расспросили эксперта о том, может ли российское наступление действительно захлебнуться. Во всей этой войне не было, наверное, ни одного дня, кроме, может быть, там первых суток, когда только какая-то одна сторона наступала, а вторая только оборонялась. Все это время идет постоянный обмен ударами и контрударами. Вот он, конечно, скажем так, в большом масштабе понятно, когда кто в основном в наступлении, а кто в основном отбивается. Но даже когда сейчас еще продолжается, хотя постепенно выдыхается, но еще продолжается вот это большое русское наступление в Донбассе, которое продолжается уже сколько, месяцев 10 примерно. Вот даже все это время это не был вариант, что они только наступают, а мы закопались и сидим в глубокой обороне. То, о чем пишет Forbes, это из этой истории. Это именно локальные контрудары, задача которых оттянуть подход русских к Покровску.
Но кроме того, будут и удары в других местах. Там, где наоборот их оборона ослаблена, потому что все силы пошли брать Покровск. И такой удар мы видели, кстати, буквально 2 недели назад, когда 3-я штурмовая очень неплохо продвинулась на Лиманском направлении. Вот оттуда резервы забрали, ну все, наши пошли вперед. То есть вот так происходит все это время. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Иран передал России более 200 баллистических ракет, пишет издание The Times. Более того, десятки российских военных сейчас в Иране учатся этими ракетами управлять. Речь идет, скорее всего, о ракетах малого радиуса «Фатх-300», которые теоретически имеют дистанцию 110 километров. США отреагировали на эту информацию и считают это значительной эскалацией, если передача действительно произойдет. Мы предупреждали об углублении безопасности партнерства между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. В то же время в Иране отреагировали предсказуемо. Говорят, это не мы вообще за мир. Приблизительно с таким посылом выступила миссия Ирана в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня. А мы помним заявление израильских властей еще в начале широкомасштабного наступления о том, что в случае передачи таких ракет от Ирана России, Израиль передаст свое оружие Украине. По этому поводу в том числе мы поговорили с экспертом. Если это «Фатх», который 120-километровый, то это, в общем, ничего такого особо страшного в масштабе Украины, но это еще один очень неприятный фактор непосредственно на фронте и около фронта. То есть мы отлично понимаем, что они не будут привозить пусковую непосредственно на ноль. Вот они будут стрелять где-нибудь там километров, скажем, за 50 за линией фронта, но, соответственно, километров еще 70 в глубину наших позиций будут этими ракетами поражаться. Это, конечно, очень неприятно, но не что-то такое сверх. У Израиля, начиная даже не сейчас, а начиная с 2014 года, когда началась еще только война малой интенсивности между Украиной и Россией, вот Израиль с того момента ввел, по сути, очень жесткое эмбарго на любые поставки оружия и военных технологий в Украину. По сути, занял пророссийскую позицию, хотя нигде этого публично не декларировал. Более того, это эмбарго нигде публично не объявлялось. Но по факту, даже тем израильским компаниям, которые пытались приватным образом через третьи руки что-то поставлять в Украину, им по этим третьим рукам очень жестко давали. То есть там это государственная политика, причем это отслеживается, и кто государство Израиль умеет контролировать даже частные инициативы своих компаний. В Институте изучения войны считают, что Россия могла расплатиться с Ираном инвестициями в экономику страны, а также помощью в модернизации кибермощностей и ракетно-космических программ. В польском МИДе отреагировали на предложение белорусских пропагандистов забрать политзаключенного Андрея Почобута из лукашенковских застенок. Пропагандист Юрий Воскресенский ранее заявил, что Почобута якобы предлагали отпустить из колонии, но забрать его должен был лично министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Правда, слова пропагандист выбирал не слишком дипломатичные, а вот в польском МИДе отреагировали сдержанно. Предложение в очередной раз, представленное коллаборационистом белорусского режима, не вписывается ни в один канон двухсторонних отношений. Ранее Анджей Дуда говорил, что переговоры об освобождении Почобута велись, и его могли включить в большой обмен, который состоялся не так давно, и в результате которого в Россию вернули проколовшихся разведчиков. Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился в пустыне Нью-Мексико, но без экипажа. Астронавты НАСА Буч Уилмор и Суни Уильямс, совершившие полет на нем, остались на МКС. Возвращение на Землю с космонавтами внутри показалось работникам НАСА слишком опасным, но, как оказалось, зря. 5 из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя во время сближения с МКС в июне. И тогда, когда на борту находились Уилмор и Уильямс, пишет Reuters, а в той же двигательной установке произошло несколько утечек гелия, который используется для создания давления в двигателях, и астронавтов решили пока оставить на МКС.
Greetings from Mexico. Sorry for the music. Starliner re-entry. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей помощи, поддержке и тому, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», тем самым поддерживая нас, и благодаря этому мы можем создавать новые видео. Призываем вас на этом не останавливаться. Если вы находитесь в России или Беларуси, то смотреть нас можно через VPN. Как именно, инструкцию мы прикрепили к этому видео. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.